Алена Прайс, интересно, писали ли вы автопортрет? Интересно было бы увидеть. Примерно в 90-м году я писал автопортрет. Довольно такой тяжелый период в моей жизни. И поэтому рядом друзья в кавычках. А вообще идея автопортрета очень хорошая. Ну, Рембрандта давайте вспомним. И не от того, что так любил себя человек рисовать или писать. Просто за модели нужно платить. И у человека не было этих денег. А модель, за которую не нужно платить, всегда отражается в зеркале. И можно даже два зеркала поставить, чуть-чуть сбоку смотреть на себя. Так что писать автопортреты в этом смысле очень выгодно. Писать автопортрет – это всегда возможность изучить форму, изучить новые решения этой формы, которую ты хорошо знаешь. Можно экспериментировать со стилизацией цвета, искать живописные решения. Бесконечно можно писать этот автопортрет. И не обязательно его кому-то показывать, если неудачная работа. Стремиться к тому, чтобы она была удачной. Призываю вас отнестись к этому серьезно. А мы в субботу, сегодня, будем писать женскую модель. Это мастер-класс, который я провожу в Москве. Буду вас информировать о ходе этого события. Еще одно событие скоро совсем состоится, неделей позже, в Гурзуфе. Мы будем писать глицинию, будем писать в Гурзуфе всю красоту природы весенней. Кто легок на подъем, присоединяйтесь, еще есть места. Алена Прайс, красота. Интересно, как вы начали с бесформенного пятна и постепенно его детализировали. Ну, я так часто пишу, просто по большим пятнам. Это какой-то стиль, подход, который мне нравится. А музыка не мешает. У нас на набросках играет только классическая, инструментальная. Я этому очень рада, потому что все, что со словами отвлекает и раздражает. Ну да, согласен. Ну, организатор студии включает такую релаксирующую музыку, иногда со словами, ну, все не против. Она звучит тихо, если кому-то мешает, всегда можно в своих наушниках сделать то, что ему нравится. Проблем с этим нет, тем более, что все увлечены формой, работают над набросками довольно-таки серьезно, увлеченно. Это хорошее время, субботу все ждут. Напомню, что для иностранных коллег, студентов, которые покупают мои уроки в онлайн-школе, есть сейчас возможность, у нас появилась иностранная карта Visa, так что реквизиты будут доступны, будут видны во время оформления заказа. Заходите в школу, 10% скидки на все уроки. Игорь Творогов. Странно, но на третий день водопады резко убавили воды, как бы пересохли, но я добавил, теперь полились хорошим напором, а вообще не знал, что высококачественная белая масляная краска бывает еще и бело-прозрачно-бледно-небесной, какой по сути является настоящая водная струя. Интересно, какая же такая бледно-прозрачно-бледно-небесная? Что там на ней, на краске написано? Вообще, белая краска, она и есть белая. Мне вспоминается такой случай, как один художник рассказывал, писал какой-то там, знаете, серый такой, серебристый, который вот краска называется, бронзовая есть, а есть серебрянка. И этот забор был покрыт этой серебрянкой какой-то. Забор или что-то он там писал с этой серебрянкой. И рядом с ним стоял человек, который, ну, прохожий, видимо, который наблюдал, долго наблюдал. И этот художник, ну, за ним наблюдает, весь такой воспаренный, внимание ему оказывают. Писал очень задиристо и понимая, что профессионал, видимо, стоит рядом, наблюдает. А тот через там полчаса или час сказал, что ничего у тебя не выйдет с этим пейзажем, у тебя ничего не получится. Почему? У тебя серебрянки нет. Это я к чему? К тому, что белую краску в чистом виде
лучше не использовать. Но вы, конечно, Игорь, об этом знаете, просто для тех, кто использует белила. Ну вот я на своих классах показываю, почему это нельзя делать. И как она работает на контрасте из-за понимания теплохолодности. То есть для того, чтобы усилить эффект свечения, ну, например, блики на воде, или ну, что угодно, какие-то всполохи света на, я не знаю, на асфальте или на доме, например, который вот белая мазанка какая-нибудь, и на нее падает свет и тень. Нужно смотреть внимательно, откуда цвет в тени, что вокруг, откуда он произошел, если мы сразу это, ну, глаз еще не натренирован это различать, откуда этот рефлекс. Просто логически посмотреть, что вокруг. Зелень там окружает, значит, будет зеленое. Если ничего нет, синее небо, значит, будет холодное. Этот синий холодный цвет, он откуда-то берется. Равно и свет на этой белой, там, я не знаю, мазанке какой-то, да? Это не белая краска. Она будет либо в сторону теплого, либо в сторону холодного. Тогда, представляете, ну, солнце утреннее, например, теплым светом окрашивает, блики на этом самом, всполохе света, да, на этой мазанке. С холодными тенями эта теплота будет контрастировать, она будет гореть. В этом вся фишка. Просто белила не работают в живописи. Работает сочетание вот этих больших масс, сочетание пятен. Так что просто напомню об этом. Бело-прозрачно-бледно-небесная краска, которая является настоящая водная струя. Водная струя может быть и не бледно-небесной, прозрачной, чистой краской замазана, а какой-то еще что-то влияет. Мир живописи – это мир взаимопостоянно влияний. Одно влияет на другое. Если передо мной там экран компьютера, он холодноватый свет, то он вот влияет на меня. Чем ближе я подношу сюда свою физиогномию, он окрашивается наверняка холодным цветом, а там оттуда теплый идет. Вот на это обращать внимание, что мы, собственно, и будем, над чем мы и будем работать на мастер-классе «Портрет», который сейчас проходит в Москве. И я специально постараюсь сделать такую задачу, чтобы поработать на тепло-холод. Это очень интересно в портрете решать. Маргарита Пасмор, ваши уроки учат видеть, как художник, мыслить, как художник. А технику, стиль каждый свою ищет. Ведь учиться у художника не значит только копировать художника. Вы знаете, как-то я увидел фотографию, вот не буду называть, он, ну, в общем, в художественном мире такой известный человек. У него были на пленэре, ну, человек 8, наверное, фотография, значит, его работа и 8 студентов, которые тоже. Может быть, он все время подходил кому-то, правил на их холстах, но это абсолютное повторение, вот все 8 вокруг, повторение того, что он написал. У меня была одна девушка, мы проводили класс на Сицилии, по-моему, да, и она сказала, как хорошо, что вы подходите и не берете кисти, не правите в моей работе, потому что это уже будет не моя работа. Вы только говорите. Если я что-то показываю, я показываю на кусочки, на палитре могу показать просто, на ее палитре показал, как работают цвета. Вот это было просто с ее слов очень ценно. И мне это ценно, что люди это замечают. Действительно, вмешательство ну, там, преподавателя в работу студента, это сразу все нарушает. Более того, я заметил, что я иногда так делал раньше. И подходя потом, через какое-то время к этому студенту, я видел, что он возвращается, то есть я поправил, показал, вот, она возвращается, работа в то его видение, которое еще не сформировано, и опять все это испорчено. То есть бесполезно. Лучше на каком-то, вот, ну, в стороне, на своем примере. Поэтому я и пишу на мастер-классах свою работу, показываю, рассказываю, потом делает каждый свое. Дело-то не в том, что ты копируешь
преподавателя. Дело в том, чтобы, понимая, найти свое видение. Поэтому учить надо, как мне представляется, не писать, а видеть разницу, замечать, как вообще все это строится, из чего рождается этот или другой мазок. Вот этим мне интересно заниматься на моих мастер-классах. И это я показываю на видеоуроках в школе своей. Заходите.